Когда он почувствовал, как изнутри гаснет свет, было уже поздно. Элиас знал этот маршрут, знал, сколько шагов до акации, где могут быть ловушки. Он знал эту землю, как старые ботинки, потрепанную, пыльную, но свою. Он прошел этот путь десятки раз, но не в такую жару и не в таком одиночестве. Он ушел один не потому, что хотел, а потому, что некого было звать. Сменщик слег. Патруль не укомплектован, рация воняет гарью, а петли все ставят. И если не он, то кто? Он не жаловался. Просто встал и пошел. Как всегда. Жара села на плечи, как груз. Вода в фляге закончилась рано. Губы там, как наждачка. Ноги там будто чужие. Но он шел, потому что всегда шел. Он нашел первую петлю, там скрутил, бросил в рюкзак, нашел вторую, запутанную в сухой траве, наклонился. И вдруг остановка. Ни боль, ни страх. Просто тишина внутри, будто сердце решило больше не спорить с жарой. Он выпрямился и покачнулся, сделал шаг, но ноги не пошли. Рука потянулась к дереву, не дотянулась. Он упал, без звука, без крика. Как будто сломалась пружина внутри, и все, он просто перестал быть вертикальным. Пока пыль оседала, он лежал, лицом вниз, в песке. Где-то внутри только жар и пульс, бьющийся глухо, как в коробке. И тогда вдруг память, ни голос, ни лицо, просто картина. Как он лет в 6 сидел рядом с отцом на рыбалке. Пели птицы, был ветер, было не страшно. Это было последнее теплое. А сейчас тишина, жара, одиночество. Ни людей, ни сигнала, ни шанса. Но грифы в небе так и не спустились, потому что кто-то уже пришел. Он не знал, сколько пролежал. Солнце больше не жгло, оно просто было. Безжалостное, далекое, уже не его. Сознание качалось, как лодка на волнах. Тело чужое, дыхание неуверенное. Пыль на губах, металл во рту. Иногда казалось, что кто-то рядом, но он не мог понять, это сон, жара или кто-то действительно идет. Потом пришел запах земли, старой травы, солнца и чего-то дикого, настоящего, слишком настоящего. Он напрягся внутри. Тело не слушалось, но внутри все сжалось. Кто? Шакалы? Гиены? Шаги были тяжелые, ни бег, ни рывок, спокойные, медленные, как будто уверенные. И тогда тишина. И запах стал сильнее. Он знал его, еще с тех времен, когда был моложе и глупее. Запах льва, не ошибешься. Львы. Они вышли из травы, не прячась. Первая львица подошла к ногам, наклонилась, не тронула, не облизала, просто смотрела. Вторая прошла по кругу, легла рядом боком к его спине. Тепло не касалось, просто присутствовало. И тогда появился он, главный. Шрамы на морде, грива, как пыльный закат, шаг медленный, как тень облака, взгляд им прямой, но не давящий. Он подошел и встал прямо над Элиасом. Смотрел. Элиас не мог открыть глаза, но внутри, в самом глубоком остатке сознания, вдруг что-то узнало. Ни угрозу, ни голод, что-то другое, что-то живое и старое, как будто этот лев уже знал его, как будто когда-то они уже были рядом. Он не мог назвать это, не мог сказать, услышать, двинуться, но мысль прошла как шорох. «Ты пришел?» Лев не зарычал, не ушел, не приблизился ближе. Он сел, рядом, без пафоса, без движения. И в этой тишине что-то в мире стало другим. Он еще был жив, и рядом с ним кто-то уже стоял между ним и смертью. Когда солнце ушло, тьма не принесла покоя, она пришла не как отдых, а как проверка. Саванна замерла, воздух стал плотнее, как будто все вокруг затаило дыхание. И тогда появились другие звуки. Ни ветер, ни птицы, смех, сухой, прерывистый, пустой, гиены. Элиас лежал без сознания, но внутри него что-то сжалось. Глубоко, где живут только инстинкты, он не открыл глаз, но услышал,
и на мгновение сквозь слипшиеся веки увидел тень, широкая, массивная, между ним и кем-то, кто крался сбоку. Тень не двигалась, она стояла, а потом все снова потемнело. Первая гиена показалась справа, тихо, скользко, потом вторая, с другой стороны, потом еще, стая, они не торопились. Они знали, что никто не встанет между ними и теплым телом. Обычно. Но в этот раз между ними и Элиасом были львы. Львицы встали первыми, без рыка, без шума. Они просто переместились, их тела стали стеной. Главный лев поднялся, медленно, как поднимается пыль перед грозой. Гиены остановились, но не ушли. Они нюхали, щурились, ждали. Их глаза светились в темноте, как у тех, кто верит в силу стаи больше, чем в страх. Лев шагнул вперед. Сначала просто тишина. А потом он рыкнул. Ни рев, ни звук, грохот. Как если бы сама земля напомнила, кто тут главный. Гиены отшатнулись, завыли. Одна крутанулась на месте, другая замерла. Стая почувствовала границу, и тогда вторая львица сделала шаг, и третья, без слов, без атаки. Только стояли. И этого оказалось достаточно. Гиены ушли без битвы, без крови, без победы и без добычи. Саванна снова замерла. Все было, как и до этого, но что-то в мире изменилось. Элиас спал, он ничего не знал. Ни про рык, ни про стены из живых тел. Но кто-то молча стоял рядом, и этого хватило. Третьи сутки были самыми длинными в его жизни. Рация молчала, Элиас не выходил на связь. Солнце жарило блокпост, как сковороду. Ника сидел на ступеньках, держал в руке пустой приемник и смотрел на карту. На тонкую красную линию, по которой ушел человек, что всегда возвращался. Но не в этот раз. Внутри тихая тяжесть. Как будто сердце знало больше, чем разум. Он должен был пойти с ним, хотя бы предложить, хотя бы спросить, нужна ли помощь. Но Элиас только усмехнулся. «Справлюсь. В первый раз, что ли?» И ушел, без оглядки, без страховки, как всегда. Ночью Ника увидел сон, саванна, сухая трава по грудь, а в ней лев, темный, невозмутимый, смотрящий. Не на него, как насквозь него. Он проснулся с влажными ладонями и сердцем, как под камнем. Утром он собрал команду. 2 машины, 4 человека, минимум слов, максимум тишины. Последний сигнал GPS — южная граница, где пыль заменяет дорогу. Они ехали час, пыль висела как занавес, жара плавила в воздух. И вдруг водитель поднял руку. «Смотри». На горизонте в мареве стояли фигуры. Крупные, молчаливые, медленно двигающиеся. Или вовсе нет. Ника вскинул бинокль. Львы 5-7, не понять. Но не это его поразило. Они сидели не как охотники, они сидели как часовые, полукруг, и все смотрят в одну точку. Никто не двигается, никто не отворачивается. Он навел бинокль глубже, сердце дернулось, внутри что-то оборвалось. Тело человеческое, неподвижное, маленькое, как тряпка, забытая на дороге. Элиас. Губы Ника пересохли мгновенно. Он убрал бинокль, зашагал туда-сюда, но ноги не слушались. Если он мертв, я не успел. Если он жив, и я не пойду, значит, я уже опоздал. Он знал, что делать, но тело сопротивлялось. Все внутри кричало «Остановись!», но он пошел. Оставил флягу, сбросил рюкзак и пошел. Шаг, пауза, шаг. Саванна молчала. Львы не шелохнулись, они просто ждали. Не его, а момента. Ника шагал вперед, не зная, будет ли в конце его пути благодарность или клыки. Львы не двинулись. Когда Ника начал подходить, они просто смотрели, не рычали, не оскалились и не ушли. Они сидели, как будто каждый знал свою точку, как будто держали оборону. Ника чувствовал, как все внутри сжалось, каждый шаг как на натянутой струне. Он знал, один неверный и его не станет. Шаг, пауза, шаг.
Тело сопротивлялось. Инстинкт кричал остановиться, но он шел. И тогда один из львов встал, главный, массивный, тяжелый, как сама земля. Он подошел, прямо, не спеша, как тот, кто решает, быть тебе или не быть. В 2 метрах лев остановился, и в эту секунду Ника понял. Если он сделает еще шаг, Ника закроет глаза сам. Не от страха, от того, что выбор уже не его. Но лев не сделал шага, он просто стоял, смотрел, ни на врага, ни на добычу, как на того, кого где-то уже видел. Глаза тяжелые, теплые, бесконечные. Ника стоял, не молился, не просил. Просто стоял, и в этой тишине что-то между ними замкнулось, что-то старше страха. Лев повернул голову, неторопливо, и ушел в сторону. Остальные львы остались. Ника сделал последние шаги. Опустился на колени рядом с Элиасом. Он был жив, пульс слабый, как шорох в траве. Дыхание редкое, но жив. Люди подоспели с носилками, работали молча, быстро, а львы все смотрели. Когда Ника поднял голову, он увидел, как главный лев стоит на краю круга, смотрит и уже не враждует, просто присутствует. Ника поднял Элиаса на руки и, когда отходил, чуть повернулся через плечо и подумал: «Не я спас его, они спасли нас обоих». Элиас не приходил в себя 3 дня. Он лежал в маленькой комнате медпункта, под вентилятором, который только гонял горячий воздух. Кожа обожженная, пульс редкий, как далекий стук колес по пустой рельсовой ветке. Врачи говорили мало, слишком мало. Ника сидел рядом. Иногда ловил себя на том, что слушает не его дыхание, а тишину, как будто боялся услышать момент, когда она останется одна. Комната пахла лекарствами и пылью и еще чем-то, едва уловимым саваной, той, что навсегда впиталась в кожу и в память. На 4-й день, под вечер, Элиас пошевелился, пальцы едва дрогнули, губы судорожно подернулись, глаза остались закрыты, Ника наклонился ближе, и сердце его сжалось, потому что иногда так начинается конец. Он смотрел, не дыша, ждал. Бояться было поздно. И тогда еле слышно, как скрип старой двери под ветром, раздался шепот. Одно слово. «Мару». Ника замер. Мир вокруг на мгновение остановился. Только вентилятор лениво раскачивал горячий воздух. Он знал это имя. Мару было львенком, тем самым. Тогда, 4 года назад, когда Элиас нашел раненую стаю, когда сам один таскал на себе худого с перебитой лапой комок шерсти и жизни, когда поливал водой, кормил из ладони, пока тот не встал, не просто спас, принял в долгую память. И теперь, спустя столько времени, в минуту, когда у Элиаса почти не осталось сил, именно это имя всплыло через всю тьму. Ни страх, ни просьба, память. Ника медленно выдохнул. Горло соднило. Он взял руку Элиаса. Осторожно. Как берут что-то очень ценное, когда боятся уронить. И в этой слабой хватке он почувствовал не только жизнь друга. Он почувствовал, что возвращается кое-что еще. Вера. Такая тихая, что ее можно было бы не заметить. Но такая сильная, что без нее дальше нельзя. Прошло время. Элиас поправился. Медленно, без лишних слов, как и все важное в его жизни. И однажды Ника сказал: «Хочешь вернуться?» Элиас не ответил, просто кивнул. Они выехали на рассвете. Туда, где земля по-прежнему потресканная, а трава мокок старая шерсть. Машину оставили далеко, остальное пешком. Они шли молча, шаг в шаг, с той тишиной, которую умеют держать только те, кто вместе пережили что-то важное. Место не изменилось, тот же пейзаж, та же тишина, но теперь она чувствовалась иначе, глубже, теплее. И тогда он вышел. Из высокой травы в одиночестве, без спешки появился лев. Остановился далеко, не приближался, просто смотрел.
У него был шрам над правым глазом и грева, в которой будто все еще путался тот самый вечерний свет. Он был крупнее, взрослее, но Элиас знал, не разумом, чем-то другим. Это был он. Ника стоял рядом, не вмешивался, понимал. Этот момент не для него. Элиас поднял голову, и взгляды встретились. Никакой угрозы, никакой нужды. Просто узнавание. Тихое, ровное. Как между теми, кто однажды стоял друг за друга. И помнит. Минута. Другая. И лев развернулся. Спокойно. Как уходят те, кто все сказал, даже не сказав ничего. Снова растворился в траве, как будто и не было. Элиас долго молчал. А потом почти шепотом. Не для Ника, а просто для себя. Они помнят. Больше слов не нужно было, их и не было. Некоторые вещи, если объяснить, исчезают.